Итак, половина седьмого сезона уже почти пройдена, и скоро пройдет целый месяц с того момента, как этот сезон, в принципе, в игре стартовал. И пришло время для небольшого обновления в рамках этого же сезона, также небольшое обновление самой версии игры, исправление привычных ошибок, которые успели выскочить за все это время, ну и, конечно же, новый контент. И обо всем этом и предлагаю сегодня поговорить. Поэтому не будем долго затягивать с предисловием, не забывайте про привычную активность под этим роликом и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Сегодняшнее оперативное обновление и, в принципе, в целом сегодняшний четверг знаменателен тем, что игра обновилась до версии 3.6.2, а также в самой игре стартовала новая кампания, по сути, та же самая кампания, что была и в прошлом году, а именно eFootball Festival. И как мы все с вами помним, но если вы, скажем так, играете в эту игру больше одного года, предыдущая кампания была очень даже интересной, очень даже такой щедрой на карточки и, в принципе, ивенты, и нечто подобное мы ожидаем и, в принципе, ожидали сегодня. Получили ли мы то же самое? И да, и нет, но об этом чуть-чуть попозже. Несмотря на то, что обновление по своей сути, как можно догадаться из имеющихся цифр, вроде как небольшое, то есть с 3.6.0 до 3.6.2, тем не менее вес обновления получился достаточно увесистым на большинстве платформ, поскольку опять произошла замена некоторых файлов и были исправлены насущные ошибки, которые были обнаружены по ходу седьмого сезона. Самое главное, что стоит отметить, и как по мне это действительно такой ощутимый и глобальный плюс в рамках этого мини-обновления, наконец-то Konami исправили вот эту недоошибку, недобаг, когда игроки застывали после потери мяча. Вроде как после сегодняшнего обновления подобная проблема должна была исчезнуть, и игроки сразу же пытаются вновь вернуть мяч к себе, и это на самом деле просто прекрасно, учитывая все то, что мы получили помимо этого. Поэтому за что, но вот за это хочется выразить респект. Хотелось бы верить, что они еще также поработали над коннектом, поскольку в рамках седьмого сезона коннект на консолях был просто ужаснейший. Но, к сожалению, на момент записи этого ролика мне еще не довелось поиграть в матч в онлайне, поэтому ничего сказать не могу. Ну и по сути, кроме этого, касаемо обновления больше добавить нечего, потому что оно ни на что больше не претендует, и в принципе скорее было направлено на то, чтобы опять же исправить эти небольшие ошибки, баги и недочеты. Иначе дело обстоит с новой кампанией, с тем же самым eFootball Festival, поскольку, как я упомянул еще в самом начале, это по сути та же самая кампания, что была и в прошлом году. В прошлом году нам раздавали 2 гарантированных эпика. Список был достаточно обширный, и стоит отметить, что в этом паке были как отличнейшие эпики, которые могли усилить нашу с вами основу, так и эпики, которые там по сути были, ну, просто мимо проходящие, у которых даже особо не было возможности залететь на скамейку запасных. В этом же году ситуация несколько иная. Мы также получаем одну гарантированную карточку, а именно Showtime карточку одного из игроков Арсенала, а именно Жоржиньо, Хаверца и Бена Уайта. Также получаем 2 бесплатные крутки пака, состоящего из 150 игроков, а именно эпический пак с итальянцами. И в понедельник мы получим одну бесплатную крутку пака Showtime, только уже на этот раз по итальянской лиге. Вот, по сути, все, что себя представляет халява в рамках этой кампании. Лично я, ну, так сказать, не особо этим доволен. Не то, чтобы я ожидал чего-то большего, хотя бы повторения того, что было в прошлом году. Поскольку какими бы ни были эти 3 гарантированные шоутаймовские карточки, лично для меня они интереса никакого не представляют. Поэтому я для себя оцениваю так, что мне куда было бы интереснее покрутить пак с гарантированными эпиками, и, возможно, мне выпала какая-нибудь херня, карточка, которая даже слабее этих шоутаймов. Но, по крайней мере, у меня была бы возможность выкрутить и эпическую карточку посильнее. А так, по сути, из этих шоутаймовских игроков лично для меня особого интереса никто не представляет, несмотря на потенциальную имбовость того же Уайта. Поэтому халявы в рамках этой кампании я опять же не сказать, что доволен. Это не отменяет того, что кто-то может быть иного мнения. В принципе, у нас у всех разные составы, разный опыт, но опять же говорю только за себя. Подобная раздача, нежели в прошлом году, меня не особо-то и порадовала. Но самое интересное заключается в том, что эти шоутаймовские карточки можно получить в рамках
отдельного ивента. Не то чтобы бесплатно за вход в игру, а участвую именно в ивенте против искусственного интеллекта. Нужно сыграть один матч и забрать одну из карточек, то есть 2-3 вы не заберете, только одну. Но вся загвоздка в том, что играть вам придется против слабых уровней сложности, а именно против новичка, любителя и обычного игрока. И в зависимости от одного из этих вариантов уровня искусственного интеллекта, вы заберете соответствующую карточку. Я не знаю, на кого Konami рассчитывают, почему они настолько все упрощают, хотя бы сделали те же самые легендарный, суперзвезда и профессионал. Но нет, они решили раздать эти карточки за самые простые уровни сложности. По сути, то же самое, что и бесплатная крутка, просто халявная. Но, блин, если вы делаете эти карточки доступными за ивент, то делайте хотя бы ивент чуть-чуть посложнее, если вы не собираетесь раздавать их просто так, даже без ивента. Но получается вот такая вот ситуация. Ну и помимо бесплатных карточек, в рамках этой кампании можно заработать какое-то неограниченное количество различных поинтов тренировок, прокачки позиций, добавления навыков и всего того, что необходимо для разнообразия, так сказать, ваших игроков в составе, как и всегда, в общем-то. Касаемо новых паков, в принципе, здесь все по стандарту. Впервые за время 7-го сезона, по-моему, появились паки с эпическими игроками. Этакими дебютантами стали итальянские игроки. И опять же, что интересно, среди эпических игроков есть один футболист, который получил отличительный навык, характерный для шоу-тайм футболистов. Речь идет о Алессандро Дель Пьеро, который получил навык пикирующего сокола. И как по мне, это начало конца. Ведь если Konami так спокойно будут накидывать навыки тех же шоу-таймов на эпических игроков, а возможно даже и на игроков команды недели, то, как по мне, это будет полный хаос. В принципе, сам по себе этот навык — это та еще читерная херня, которая хоть и контрится, но все равно вносит этакий дисбаланс в игру. И за последнее время уж больно часто они раскидываются этим самым навыком. По сути, Дель Пьеро, недавний Фоден, и, по-моему, в прошлом месяце они повторяли пак с отдельными игроками Кезы, Соном и Салахом. Помимо этого набора, из интересного можно отметить обновление номинального пака. Как по мне, этот пак уже чуть-чуть поинтереснее предыдущего номинального пака, также с игроками национальных сборных. Здесь представлены игроки, не то ли сыгравшие более 100 матчей за национальную сборную, не то ли еще какие-то игроки. Но, в общем-то, здесь все знакомые нам фамилии. По большей части старички, которые основу, скорее всего, не усилят, и большинство из них можно брать только чисто для коллекции. За исключением Кимиха, который, в принципе, может залететь в вашу основу, если вы не изобилуете какими-то донатными карточками. А касаемо пака по испанской Ла Лиге, а именно Players of the Season, то есть те же самые подсы, у меня есть претензии, потому что подбор игроков, мягко говоря, смущает. Во-первых, отсутствие игроков атакующей позиции мадридского Реала, только один Рюдигер из чемпионской команды, и присутствие игроков наподобие того же Фекира, которого первую половину сезона пропустил из-за травмы, потом просто не попадал в состав, и по итогу за 19 сыгранных матчей в рамках лиги сделал 1+2, 1 гол и 2 ассиста, в то время как Иско, который и прибыл в Бетис, чтобы заменить Фекира, в эту самую сборку не попал. Как Konami составляют эти паки, мне остается непонятным. Впервые за длительное время Konami обновили магазин eFootball Points. И после оперативного обновления в магазине появилась хайлайтовская карточка Луки Модрича, Алисе и Трипьера. Как по мне, последние двое особого интереса не представляют, а вот Лукито Модрич — это крайне годное усиление для вашей полузащиты. Каким бы медленным, возможно, не таким скоростным и выносливым не был Модрич, у него крайне имбовые пасы. Поэтому если у вас, опять же, полузащита не изобилует игроками, у вас есть лишние розовые монетки, то берите Модрича. Как по мне, уж точно не пожалеете. Ну и совсем вкратце упомяну об анонсе Konami, который они сделали до завершения техобслуживания, а именно тот факт, что в eFootball 2025 пропадет функция с продлением контрактов. То есть вплоть до осени мы все еще будем продлевать контракты у карточек, у них все еще будет истекать срок действия, однако после обновления до 25 части эта функция пропадет, и в принципе карточки станут бессрочными. Те, что были раньше у вас в составе, и те, что появятся чуть позже. И, соответственно, вам не придется в лишний раз тратить поинты продления контрактов и в лишний раз их зарабатывать. Но об этом предлагаю поговорить поподробнее как-нибудь в следующий раз, потому что тема для обсуждения очень даже такая весомая, и мне есть что по ней сказать. Но как данность, в принципе, теперь вы о ней в курсе, если по каким-то причинам не слышали. И вот такое вот обновление мы получили сегодня. В принципе, неплохо, что Konami не забили болт на 7-й сезон, потому что я полагал, что все останется вплоть до августа,
августа, точно так же, как и с первой половиной этого сезона, но Konami привнесли хоть какое-то разнообразие. Другое дело, что я остался не совсем доволен компанией eFootball Festival, потому что, опять же, не то чтобы ожидал чего-то большего, но как минимум того же самого, что было в прошлом году. И в лишний раз эти две бесплатные крутки на эпический пак и одна бесплатная крутка на пак с шоу-тайм игроками, где присутствует 150 футболистов, ну, как по мне, это просто издевка какая-то, не более того. Но, как бы то ни было, принимаем все это как данность и продолжаем играть вплоть до анонса непосредственно 25-й части. В принципе, до осени уже рукой подать. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как и всегда, делитесь своим мнением в комментариях под этим роликом, что вы думаете насчет паков, насчет отдельных игроков, в целом решений Konami, принятых в рамках обновления, в целом компании. Заметили ли вы какие-то улучшения в игровом процессе или же изменения в коннекте? Обо всем этом пишите под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за вашу активность и услышимся уже скоро. Всем пока! Dancing on my dick and also shaking that.